Голодная охотничья собака по имени Лада несколько часов бродила по лесу в поисках еды. Утро только начиналось, а между высокими соснами и елями еще держался холодный туман. Земля после ночного дождя была мокрой, лапы быстро промокли, но собака продолжала идти, внимательно принюхиваясь к каждому следу. Последние дни были для нее непростыми. Хозяин часто брал Ладу на охоту, однако в этот раз добычи найти не удалось. Собака успела пройти большое расстояние, несколько раз брала след зверя, но каждый раз теряла его среди густых зарослей. Голод становился все сильнее, а сил оставалось все меньше. Лада уже собиралась возвращаться, когда вдруг остановилась. Из глубины леса донесся едва слышный звук. Сначала собака насторожилась и подняла голову. Она прислушалась. Вокруг было тихо, только ветер шевелил ветви деревьев, а где-то далеко стучал дятел. Но через несколько секунд звук повторился. Это было слабое жалобное мяуканье. Лада медленно пошла туда, откуда доносился голос. Она раздвигала мордой папоротник, обходила поваленные ветки и все глубже заходила в лес. Наконец, возле старого дерева она обнаружила небольшую картонную коробку. Коробка промокла и почти развалилась. Внутри находились 3 крошечных котенка. Они были совсем маленькими, их глаза еще не открылись, шерсть была тонкой и влажной, а тела дрожали от холода. Малыши беспокойно двигались и тихо пищали, пытаясь найти мать. Рядом никого не было. Очевидно, кто-то оставил котят в лесу и просто ушел. Лада подошла ближе. Она долго смотрела на малышей, осторожно принюхивалась и несколько раз обошла коробку. Для голодной собаки это могла быть легкая добыча, однако вместо этого она сделала нечто совершенно неожиданное. Лада легла рядом с коробкой. Она осторожно коснулась носом одного котенка, затем второго и третьего. Малыши перестали беспокойно двигаться и постепенно прижались друг к другу. Собака словно поняла, что перед ней находятся совершенно беззащитные существа. Через некоторое время Лада начала действовать. Она аккуратно взяла одного котенка за шкирку и перенесла его под большое сухое дерево, где земля была защищена от ветра. Потом вернулась за вторым, затем принесла третьего. Она устроила малышей в углублении между корнями, где было значительно теплее, чем в мокрой коробке. Собака легла рядом и своим телом закрыла котят от холодного воздуха. Никто не мог объяснить, почему она поступила именно так. Возможно, в ней сработал сильный защитный инстинкт. Возможно, она просто почувствовала, насколько беспомощными были эти маленькие существа. Время шло. Котята периодически начинали пищать, и Лада тут же поднимала голову. Она осторожно подталкивала малышей ближе друг к другу, а затем снова укладывалась рядом. Сама собака была голодна, но теперь не уходила. Через некоторое время в лесу послышался хруст веток. Лада мгновенно поднялась и напряглась. Из-за деревьев показалась стая бродячих собак. Они почувствовали запах еды и решили проверить, что находится возле корней старого дерева. Лада встала перед котятами. Она была одна, устала и давно ничего не ела, но теперь ее поведение изменилось. Собака низко опустила голову и громко зарычала. Незваные гости остановились. Одна из собак сделала несколько шагов вперед, однако Лада резко бросилась ей навстречу. Она не собиралась отступать. Несколько секунд раздавался громкий лай, после чего стая отступила в сторону. Лада продолжала стоять между деревьями, пока последняя собака не скрылась из виду. Только убедившись, что опасности больше нет, она вернулась к котятам. Малыши все еще лежали под корнями и тихо пищали. Лада снова легла рядом, позволяя им согреваться возле своего тела. Но самое удивительное произошло позже. Когда солнце уже начало опускаться за деревья, вдалеке послышались шаги. Лада подняла голову и внимательно посмотрела в сторону лесной тропы. Через несколько минут появился человек. Это был лесник, который в тот день проходил неподалеку. Он заметил собаку и сначала не понял, почему она не уходит с одного места. Подойдя ближе, мужчина увидел котят. Он сразу понял, что малышей кто-то выбросил. Лесник осторожно достал их из укрытия и проверил состояние. Все трое были живы, хотя сильно замерзли и нуждались в помощи. Лада все это время стояла рядом и не сводила с них глаз. Когда человек забрал котят, собака пошла следом. Так стало понятно, что она не просто случайно нашла малышей, она действительно пыталась их защитить.
Котят отвезли в безопасное место, где им дали тепло и необходимый уход. Лада тоже получила еду и воду после нескольких тяжелых дней. Она все время оставалась рядом с малышами, пока те не оказались в безопасности. Через несколько недель котята заметно окрепли. Они начали открывать глаза, самостоятельно двигаться и играть друг с другом. А Лада снова стала обычной, веселой охотничьей собакой. Но люди, которые узнали эту историю, еще долго не могли забыть один момент. Голодная собака, которая сама нуждалась в помощи, увидела 3 брошенных котят и вместо того, чтобы пройти мимо, решила стать их защитницей. Иногда самые удивительные поступки происходят там, где их совершенно не ждешь. Эти котята могли остаться в лесу и не пережить холодную ночь. Но им повезло встретить Ладу. Она не знала, что такое человеческая доброта, не понимала слов и не могла объяснить свой поступок. Она просто увидела тех, кто был слабее нее, и осталась рядом. И, возможно, именно поэтому 3 маленькие жизни получили шанс на будущее. Дорогие зрители, как вы думаете, почему собака решила защищать чужих котят? Считаете ли вы, что животные способны чувствовать сострадание и заботиться о тех, кто слабее? Напишите свое мнение в комментариях. Нам очень интересно узнать, что вы думаете об этой необычной истории. Если вам понравился рассказ, поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждут новые удивительные истории о животных. До новых встреч!